Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ранчо у Санчо. Селедочка. Вкусная, классная штука. Пахнет. Ну, для меня вкусно, не знаю, как для остальных. В общем, друзья, селедку мы все очень любим. Особенно вкуснейший салат сельдь под шубой. Очень прикольная вещь. И когда вот в последнее время, с чем мы с супругой сталкиваемся, с тем, то, что идем в магазин, про банки вот эти вот маленькие я вообще даже разговаривать не хочу. Но когда покупаешь селедку либо в магазине, либо на рынке, может попасться пересоленая, недосоленая, рыхлая, не рыхлая. В общем, если вы хотите сделать вкусный салат, хотите вкусную, вот все мы любим вот это вот картошка, вот пюрешечка, селедочка, вот представляете, с лучком ароматным, маслицем сбрызнутая. И вот сейчас, как вспоминаю, быстрее хочется приготовить и попробовать просто. Короче, чтобы сделать вкусную селедку, я вам предлагаю это сделать самому, потому что лучше вас никто не сделает. И сразу же давайте посмотрим, что на столе. Для этого нам просто нужно будет сделать рассол. Понадобится несколько штук селедочек, 3-литровую банку я сегодня это все закатываю. Лаврушечка очень хорошая. Сахар, соль. Немного кориандра и здесь душистый перец и черный перец. И сразу же приступаем к приготовлению рассола, в чем мы будем засаливать селедку. Наливаем на 3-литровую банку, будет достаточно 2 литра воды. 2 литра воды, отлично. Далее что? Обязательно рассол должен быть какой-нибудь пряненький. А для этого отправляем сюда 3 лаврушки. Кстати, у меня лаврушка очень ароматная, привезенная с моря. Это, я не помню даже откуда. Ладно, с моря она очень ароматная. Отправляем сюда пару щепоточек кориандра. Мне очень нравятся семена, и они хороший аромат придают. По приблизительно пол чайной ложечки, ну, можно чуть больше, душистый перец и черный перец отправляем сюда же. Далее поехало на 2 литра 2 столовые ложки сахара. Это сделает рассол более ароматный, пряненький, немного сладковатый и очень классный. И 4 столовые ложки соли. Все это хорошо размешиваем. Если вы какую-то любите еще пряность в рассоле, можете что-нибудь еще своего сюда дополнить. Я еще лаврушечку одну кину, чтобы более ароматно было. А теперь просто ждем вскипания рассола. Для того, чтобы засолить, ее просто нужно запихнуть в 3-литровую банку. Кстати, кто давно со мной на канале, тот знает, что я очень люблю рыбалку. Но, к сожалению, в последние 2 года редко получается выбраться, потому что то стройка, то огород, то работа. В общем, времени, как всегда, вот столько. В этом сезоне я ездил всего лишь 2 раза, и то на карпа. Хотя люблю еще и спиннинговую ловлю. Кстати, селедку я еще не ловил, ладно. Это все ерунда. Придет время. А теперь укладываем сюда селедку. Кстати, забыл сказать, банка обязательно должна быть стерилизованная, крышка тоже. И рыбу, точнее селедку, нужно промыть. Мы ее не чистим, а сразу же отправляем сюда. Почему я заговорил про рыбалку? Потому что относительно недавно я засаливал еще икру щуки. Если кому будет интересно, вот здесь вот ссылочка выскочит. И, пожалуйста, проходите. Да и вообще, кстати, есть засолка у меня и икры горбуши. То есть покупал в магазине, и тоже была икра. И это очень вкусно, поверьте, своя икра. Это круто. Вот здесь вот, смотрите, сразу же проходите. А теперь даем рассолу покипеть. Буквально 5 минут. Он уже начинает менять цвет от специй, которые мы сюда положили. Он сейчас будет такой немного коричневатый. Как закипит 5 минут, пускай он покипит, пускай в нем специи растворятся, отдадут свой аромат этому рассолу, потому что так будет более вкуснее для сельди. Ну а потом даем рассолу остыть, потому что нельзя заливать горячим, а иначе просто селедка будет вареная, а нам нужна вкусная, хорошая, малосоленая. Когда остыл рассол, достаем отсюда, у нас же тут 4 листика лавровых. Будет достаточно только 2 в самой банке. И заливаем селедку. Можно это на 2 часа примерно оставить еще на столе. Ну а далее убираем на 3 дня в холодильник и будем пробовать вкусную селедку. У нас прошли долгие 3 дня, для вас это всего лишь пару секунд.
Достаем просоленную селедку. Посмотрите. То, что запотевшее, ладно, но видите, насколько помутнел рассол. И вот здесь вот образовался жирок. Вот ее еще попробую открыть. Вот этот вот рассол, знаете, он очень достаточно пряный. Чувствуется очень хорошо лаврушки. И вот этими всеми специями очень классно. Достаем селедку. Отлично. Хорошее упругое мясо уже чувствуется. Но теперь надо разделать рыбу. Для этого отрезаем голову вот отсюда из-под плавника. Прорезаем брюшко, чтобы убрать все внутренности. Давайте вот так вот для вас развернемся. Открываем. Можно ножом, можно руками. Вычищаем. Вот здесь даже икра попалась. Это тоже будет очень вкусно. Остальное сразу же выбрасываем, чтобы не мешалось на столе. Здесь хорошо почистить от черной пленочки, вот так вот ножом пошкрябать. Далее, что мы делаем? Как ее проще всего разделать? Сначала шкурку не снимаем, а вот здесь вот подковыриваем, где хребет. Вот посмотрите, где я это делаю. Вот здесь вот. Вот чуть-чуть, чтобы можно было подлезть с левой и с правой стороны. А дальше двумя пальцами чуть-чуть просто подлазим и просовываем пальцы. Либо же вот так вот можно. Аккуратненько. Так отделяются, видите, все косточки хребетные. И вот так вот достается, вот он, весь хребет с костями. Практически со всеми. Дальше вот так вот она распластывается. Посмотрите, если остались вот здесь вот косточки, они легко уже достаются. Можно ножиком поддевать и руками вытягивать. Вот они. А теперь надо отделить от шкурки. Вот здесь, где был хребет, чуть-чуть вот так вот пальчиком проведите. И вот здесь вот появляется кожица. Вот пальчиками. Посмотрите, вот как аккуратно, просто. За кадром у меня появилась тут чудесным образом хорошая отварная картошечка. Ну а теперь филешки. Вот такие две прекрасных штуки. Берем и нарезаем на дольки, которые вам нравятся. А теперь нарежем репчатый лук обязательно. Тоненькими, вот такими. Я люблю, когда репчатый лук тоненько сделан. И картошечку можно, и селедку. И поливаем немного растительным маслом. Это классический стандарт подачи селедки. Но я его очень обожаю. Берем лучок, селедочку и пробуем. Не пересоленная, очень пряная. Чувствуется душистый перец. Чувствуется очень хорошо лавровый лист. Друзья, это восхитительно. Вот в магазине такую селедку вы 100% не купите. Ну и, конечно же, картошечка. С черным хлебушком это очень вкусно. Друзья, если захотите очень вкусную селедочку, то предлагаю вот такой вот именно вам рецепт. Готовьте с удовольствием. Смотрите наши видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо, всем до новых встреч, до новых видео, пока.